Намасте. В этом видео я хотела бы поговорить немного о яме-не-яме, то есть о йогическом образе жизни, своего рода йогической дисциплине. Почему это важно? Потому что это сохраняет вашу энергию, которую вы получаете от практики, и в целом выстраивает правильные энергетические отношения с окружающей средой, с окружающими людьми. Это все приводит к тому, что вы совершаете меньше ошибок в жизни, вам меньше нужно их исправлять, ваша энергетика меняется, то есть вы становитесь чище. Другими словами, можно назвать это чистый образ жизни. Так, какие существуют предписания? В йога-сутрах Патанджали упоминается 5 ям и 5 ниям. То есть яма – это у нас ограничение, а нияма – это предписание. В других текстах можно встретить 10 ям и 10 ниям. В целом их может быть очень много, потому что обычно учитель ученику дает какие-то индивидуальные предписания. Поэтому, чтобы не загружать сейчас с самого начала, я перечислю несколько основных предписаний. Первое – это ахимса, ненасилие или непричинение вреда как другим существам живым, так и самому себе. Важный момент. Также это означает быть в неоппозиции к чему-либо. Далее это следование истине, сатья, что подразумевает честность в отношениях с другими людьми и, конечно же, с самим собой, что самое трудное для человека. Быть искренним и честно видеть все свои недостатки, проблемы, признавать их, и тогда у вас будет шанс что-то поменять. Далее это брахмачарья или следование брахману, следование высшему. То есть, по сути, это памятование о высшем в каждый момент времени. Также это означает контроль своих животных инстинктов и умеренность в удовольствиях, можно так выразиться, в том числе в сексе. Понятно, что в каких-то случаях полное воздержание оправдано и во время каких-то практик действительно сохраняет много энергии. Человек может эту энергию использовать в духовном развитии. Но по наблюдениям целибат для многих людей является проблемой. То есть из-за того, что они не умеют трансформировать энергию, она у них застаивается, в голову лезут всякие мысли. То есть больше вреда получается, чем пользы. Могут быть даже какие-то болезни. Поэтому я не советую очень так жестко подходить к этому, особенно если вы живете в социуме. Просто соблюдайте умеренность. Далее есть такие принципы, как неворовство, или то есть не присвоение чужих вещей, чужого опыта, чужих знаний, и ненакопительство. Мне кажется, сейчас это особенно актуально в нашем мире потребления, когда люди под диктовку социума
конечно. И средства массовой информации, рекламы покупают все больше вещей и думают, что они дадут им удовлетворение. Йогический путь, он немножко про другое. И этот принцип предполагает приобретение того, что действительно вам нужно, что необходимо, и не больше. То есть отсутствие такого вещизма, как минимум. К предписаниям также относится умеренность в питании и вегетарианство. В Индии обычно йогины являются вегетарианцами, ну, как и большинство населения Индии, в сущности. Я бы хотела отдельно остановиться здесь. Почему? Сейчас это может быть модным для некоторых, веганство, вегетарианство, но на самом деле это имеет причины. Первая причина – это ахимса, ненасилие. То есть вы отказываетесь от причинения вреда живым существам, даже косвенного. Потому что когда вы употребляете мясо, вы поддерживаете эту индустрию, и вы косвенно участвуете в убийстве животных, рыб, птиц и так далее. Это создает определенную карму. А путь йоги, он про то, чтобы от кармы потихонечку избавляться. Это первая причина. И вторая – это энергетическая причина, связанная с вашей энергетикой, с вашим самочувствием. Потому что пища влияет на здоровье тела, на ваше физическое самочувствие и также на энергетику, на ваше настроение, на то, как работает ваш ум, насколько у вас вялый ум или восприимчивый ум, на ясность сознания. И вегетарианская легкая пища, какая-то более-менее здоровая пища, которая хорошо усваивается, не требует много времени для переваривания, она выигрывает в этом отношении. Далее есть предписание такое, как изучение святых писаний, ну и вообще изучение, самообразование, общение с практикующими людьми, с теми, кто имеет опыт в йоге, с учителями и садху, если у вас есть такая возможность. Обмен опытом. То есть, проще говоря, надо изучать теорию, потому что теория, она поддерживает вашу практику, точно так же, как и практика помогает лучше понимать какие-то теоретические вещи. И последнее, на что бы я хотела обратить внимание, это простота жизни, умеренность во всем, особенно в удовольствиях и в излишествах, которые социум нам сейчас предоставляет в большом количестве. В том числе умеренность в общении с другими людьми. Это не значит, что нужно замыкаться в себе, но, по крайней мере, контролировать то, сколько вы говорите, что вы говорите, какое общение полезное для вас или разрушающее, истощающее. Потому что это все влияет на практику. На этом пока все. До встречи.